Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала, того либо другого. Вот такенная вам гамаржоба. Те, кто еще не подписался, подписывайтесь, я подожду. Я подождал. Сегодня будем заниматься большим проектом. Большим, конечно, для меня, для вас не знаю. Сегодня будем делать распиловочный стол из ручной циркулярки. На ютубе просто миллион видео, посвященных этой теме. Но у всех свои ручные циркулярки. Свои столы из них выходят под свои задачи. Поэтому, я так понимаю, там сильно размерами-то и не меняется. Проект будет большой и серьезный, то есть как большая стройка плюс-минус полметра корень квадратный нафиг. Будет чертеж. Будет натурная модель в масштабе 1 к 1. То есть шутки в сторону. Поехали. Чтобы не прослыть свистоболом, пожалуйста, космический невероятный чертеж. И люди, умеющие читать чертежи, конечно же, сразу же заметят, что это будет не просто распиловочный стол, а обратите внимание вот сюда. Это будет фрезерный стол, а вот здесь будет встроен лобзик. Пожалуйста, сейчас покажу еще натурную модель. Поделка, конечно, на уровне детского сада. Но даже по ней понятно геометрические размеры будущего стола, где будут дорожки, как обходить. Потому что построить стол, а потом скакать через него, как заправский паркурщик, мне кажется, не каждый захочет для себя такой участи. Так что модель очень важна. Проверил край будущей столешницы всеми имеющимися у меня уголками, и я вам скажу, мне не понравилось. Не мерить не то, что я там увидел. Так что придется сначала этот край подровнять. Как упор буду использовать кусочек фанеры, который тоже потом пойдет в дело. Можно, конечно, было использовать вот эту приблуду из комплекта. Но что-то я вам скажу, какая-то она жидковатая. В общем, лучше не рисковать и использовать дедовские методы. Подошва имела заметные люфты в механизме подъема и наклона. Поэтому стандартные заклепки и ось вращения были удалены со всей пролетарской ненавистью и заменены на подходящие болты М6. Ничего сложного, но очень эпично, я вам скажу. Во избежание мата-несдержания в будущем, края деталек зашкурим. Мы в сборочном цеху канала MyDIY. Здесь лучшие мастера лучшими инструментами производят сборку. Вот так вот. С коробкой закончено, перейдем к ногам. Ноги. Не к этим ногам. К этим ногам. Крутим ноги в том же духе. Сверлим, шебуршим под потай, крутим саморез. А дальше, как в старом анекдоте, нас в спецназе учили 10 минут не дышать. Хотите, покажу. И вот так вот 10 минут. И вот так вот оставшийся перерыв. Получился надежный, твердо стоящий на ногах и слегка брутальный. Прямо настоящий мужчина, а не стол.
Вот мы наконец добрались и до фрезеровочного цеха нашего канала. Здесь мы будем делать углубления для подошвы нашей пилы. И вот тут внимание. Чем точнее перенесете размеры, то есть параллельные и перпендикулярные, тем меньше слез будет в дальнейшем. Ой, спешненько машина! Пила встает изумительно, с легоньким натягом. Вы как хотите, а я себя похвалю. Нужно еще сделать углубление под двигатель и вот эту лопату. Все то же самое, только не так глубоко, не так много, и ну его нафиг показывать не буду. Временно закрепил пилу саморезами. Да хватит смеяться, правда временно. Сейчас пропилим столешницу и посмотрим, чтобы пиле на максимальном вылете ничего не мешало. А там мы за нормальные прижимчики возьмемся. Это какое-то рождение ребенка. Только совсем не похоже. Прижимчики, они ж гагули, будут изготовлены методом безжалостного выпиливания лобзиков из фанеры. Хорошая штука, копипаст. Сделал парочку, дальше копировать, вставить и нате вам, пожалуйста. А сейчас мы будем изобретать велосипед. Но в нашем случае расклинивающий нож. Это верхняя часть велосипеда. А это будет нижняя часть нашего велосипеда. Только это будет не так, как видите это вы. Потому что это будет так, как вижу это я.
Вот расклинивающий нож и готов. Размеры его ценности не представляют, а вот форму и метод крепления можете посмотреть. Расклиниватель у меня слегка вывалился за размер уголка, поэтому пришлось приваривать вот эту пластину. Да ну и ничего страшного, крепче будет. Нож распрекрасно встает вот сюда и крепится болтами, про которые я уже рассказывал. А вот так вот эта штуковина выглядит сверху. Теперь же перейдем к тому, что осталось за кадром. Осталось за кадром по причине своей скучности. Были прикручены наиобыкновеннейшие петли, и столешница получила возможность подниматься. А теперь внимание! Специально обученная палочка. Это гениальное решение посмотрено у вас 2109. С электрической частью все тоже до безобразия просто. Питающий кабель приходит на распредкоробку, из нее разбегается на розетки. Розетки сделаны для того, чтобы не резать вилки в электроинструмент. Фазовый кабель розетки размыкается обыкновеннейшим выключателем, которым мы и будем управлять нашими агрегатами. Розетки на всякий противопожарный случай просиликонены, загерметены, ибо лучше не надо шутить с этим. А теперь моя гордость. Большая красная кнопка. Грибок аварийного отключения. Потому что я за безопасный DIY. Вот распиловочник и готов. А полезными приблудами к нему будем обрастать в следующих видео. Пишите письмо в комментариях и пока. Отстава. Пишите письмо в комментариях, ставьте пальцы вверх. Увидимся.